Всем привет, я Галина. Сегодня у меня в меню открытый французский пирог. Его называют киш с курицей и брокколи. Для приготовления теста мне понадобится просеянная мука, холодное сливочное масло, одно яйцо и пол чайной ложечки соли. Муку с маслом можно перетирать руками, но я воспользуюсь блендером. Это быстрее. Соединяю муку и холодное сливочное масло. Рецептуру вы найдете в описании под видео. Получается вот такая вот крошка. Так, добавляю в тесто одно холодное яйцо, немного соли, добавляю холодную ледяную воду из холодильника и буду замешивать тесто. Тесто не нужно долго месить, чтобы масло от рук не начало таять. Сформирую сейчас шар и отправлю его в холодильник. Вот я перемешала и собрала тесто в комок. Сейчас я его кладу в кулечек, чтобы он не заветривался, и положу в холодильник. Пока тесто будет в холодильнике, я займусь начинкой. Брокколи. Я разобрала брокколи на более мелкие кусочки, и сейчас я их слегка отварю, буквально пару минут. Пару минут они только смягчатся. Ну вот я вытащила, процедила их, и вот они тут, пусть пока остывают. Пока брокколи остывает, я нарежу куриную грудинку. Я заранее отварила куриную грудинку, вот я ее порежу на кусочки. Кусочки небольшие, приблизительно со стороной 1,5 сантиметра. Натерла сыр на терке. Репчатый лук слегка обжариваю на сковороде до прозрачности. Ну вот, до такого состояния уже достаточно. Не нужно его жарить до коричневого цвета, потому что он еще в пироге еще будет запекаться. Добавляю к мясу лук, перемешиваю. Так, для начинки у меня все готово, кроме заливки. Сейчас достанем тесто из холодильника. Взяла тесто из холодильника. Накрою пленкой. Так, приблизительно по диаметру, диаметр моей формы 22 сантиметра. Переношу. Убираю пленку, оставляю на пергаментной бумаге, потому что дно у меня не разъемное, поэтому, чтобы было легче вытащить. Так, это я обрежу. И теперь двигаю немножко тесто к краям, чтобы сделать бортики. Вот так. До самого верха. Плотно прилегаю. Видите, вот они
поднимаются. Так, постарайтесь распределить тесто равномерно, чтобы не было в одном месте толсто, а в другом тонко. Равномерно. И то же самое касается бортиков. Смотрите, чтобы эти бортики были приблизительно одной толщины по всей окружности. Теперь нужно наколоть дно. Даже я накалываю вот самые по окружности. Я уже включила духовку, чтобы когда пирог будет готов, чтобы духовка была уже нагрета. Выкладываю курицу. Присыпаю сыром. И брокколи. Готовлю заливку для пирога. Яйца и сметана. Все вместе я перемешаю. Сейчас я сюда добавлю черного перчика и попробую на соль. Щепотка перца. И теперь заливаю этой яично-сметанной смесью свой пирог. Немножечко потрясу. Осталось немножко сыра. Я присыплю еще сверху чуть-чуть. Украсила кусочками помидор. Так как я не пекла корж, как обычно многие делают, поэтому я включила духовку на 200 градусов. Я ее поставлю на 15 минут на самое дно. И потом уменьшу температуру до 180 и перенесу на более высокую полку. Вот, видите, у меня на дне 200 градусов. Пирог пекся 15 минут на дне духовки при температуре 200 градусов и 27 минут на средней полке при температуре 180 градусов. Сейчас он пусть немножко остынет, я его вытащу из формы. Ну вот, теперь давайте посмотрим, если дно, я верю, вас интересует. Так. Ну. Посмотрим, вот и дно пропекшееся. Если вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, не забывайте поставить лайк. Спасибо за просмотр.